Дорогие друзья, приветствую всех на моем канале. В этом видео мы поговорим о канатоходце из Франции Филиппе Пяти, который 7 августа 1974 года завоевал всемирную славу. Он прошел по канату, натянутому между двумя башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. На тот момент башни-близнецы считались самыми высокими зданиями в США, высота которых составляла 417 метров. В полдень 6 августа 1974 года Филипп и его 6 сообщников подъехали к зданию Всемирного торгового центра на фургоне без опознавательных знаков. Они разделились на две команды, одели спецовки грузчиков и прошли вовнутрь, пользуясь фальшивыми пропусками и накладными. Так им удалось без проблем поднять все свое оборудование на нужный этаж. И это было весьма кстати, так как один только стальной канат весил более 200 кг, а разборный 8-метровый шест, которым Филипп собирался поддерживать баланс, весил не меньше 25 кг. Им удалось доставить все необходимое на грузовых лифтах прямо до 104 этажа. Крепить канат пришлось с помощью лука и стрел. К стреле привязали веревку и точным выстрелом запустили ее на крышу северной башни. Филипп на соседней башне поймал веревку и специальным устройством начал перетягивать тяжелый трос на свою сторону. Это удалось сделать только к рассвету. Где-то в 7 утра Филипп Пяти начал свое невероятное шоу. Он подпрыгивал на одной ноге, опускался на колено, ложился плашмя на канат, махал рукой восторженным зрителям внизу. Это было настоящее шоу, зрелищное, безумное и щекочущие нервы. Все буквально были очарованы. Без всякой страховки он балансировал буквально на грани жизни и смерти. Филипп находился в воздухе 45 минут. Прошел по канату туда и обратно 8 раз, что составило 488 метров. На обеих крышах его уже ждали полицейские, предварительно задержавшие всех его друзей. Настроены они были дружелюбно, хотя он им доставил достаточно тревоги и беспокойства. И после окончания своего триумфального выступления он попал в крепкие объятия полиции. Внизу Филиппа уже ждали репортеры, тысячи новых рукоплещущих поклонников и, конечно же, любимая девушка Анни, все это время наблюдавшая за ним с земли. Закованный в наручники, Филипп с улыбкой отвечал на вопросы журналистов. В конечном итоге Филиппа Пяти и его друзья обвинили в нарушении границ частной собственности и мелком хулиганстве. Никаких материальных претензий к нему предъявлено не было, и суд отпустил его на свободу в обмен на бесплатное представление для детей в Центральном парке. Прогулка между башнями-близнецами в одночасье сделала его знаменитым на весь мир и участником книги рекордов Гиннесса. Кстати, его рекорд не смог побить никто до сих пор. Сейчас Филиппу Пяти 70 лет. Он по-прежнему тренируется 3 часа в день и даже выступает. Ну а на сегодня все. Всем желаю здоровья, счастья и благополучия. До новых встреч, дорогие друзья.